Истории, от которых медицина теряет дар речи. Привет, это доктор Ром. Сегодня реальный случай из журнала of Medical Case Reports. Ссылки ждут вас в описании. Представьте, обычная головная боль, обычная, ни температуры, ни слабости, ничего. Но именно с этого, казалось бы, пустяка началась история, которую врачи до сих пор вспоминают широко раскрытыми глазами. Что было дальше, узнаете через минуту. А пока идет наша заставка, жмите подписку, колокольчик и готовьтесь. Впереди то, чего вы точно не ждете. Сегодня мы разберем трагическую историю, которая произошла в июле 2017 года и была подробно описана в медицинской литературе. Это не выдумка, не художественный рассказ. Это реальный случай из практики врачей, который стал для них и для всей медицинской команды тяжелым уроком. Речь пойдет о церебральном венозном синус-тромбозе. Это редкое, но крайне опасное заболевание, при котором в венах головного мозга образуется тромб, сгусток крови, который блокирует его отток. Представьте, кровь должна спокойно уходить по венам обратно к сердцу, но в месте, где эти вены проходят в специальных каналах-синусах, возникает пробка, давление в черепе начинает расти, мозг отекает, и если не вмешаться, клетки мозга начинают умирать. В среднем ЦВСТ встречается примерно у 3-4 человек на миллион в год. Но последние исследования показывают, что реальная цифра может быть выше, около 13 случаев на миллион. Чаще всего заболевают молодые женщины. И в 75% случаев есть связь с определенными факторами риска. Среди них прием гормональных контрацептивов, беременность и послеродовой период, некоторые заболевания крови, тяжелые инфекции, травмы головы. Проблема в том, что на ранних стадиях это заболевание почти всегда маскируется под обычную головную боль. В 90% случаев первый, иногда единственный симптом на приеме у врача – это боль в голове. Часто она похожа на мигрень или на головную боль напряжения. И в четверти случаев вообще нет никаких других признаков, ни слабости, ни нарушений речи, ни проблем с движениями. Именно из-за этого врачи часто ошибаются с диагнозом. Они думают, что это просто мигрень или переутомление, а между тем тромб продолжает расти. И с каждой потерянной часовой стрелкой шансы на благополучный исход уменьшаются. Историю, которую вы услышите сегодня, началась именно так, с головной боли. Казалось, ничего особенного, но через несколько дней все закончилось серией нейрохирургических операций и состоянием, в котором пациентка осталась навсегда, без возможности вернуться к нормальной жизни. Наша героиня – 35-летняя арабская женщина, на момент событий недавно вышедшая замуж. До болезни она считалась полностью здоровой. Никаких хронических диагнозов, никаких регулярных приемов лекарств, никаких прошлых серьезных госпитализаций. Единственная особенность ее истории – положительный семейный анамнез по инсультам. Это значит, что у некоторых близких родственников случались инсульты в молодом возрасте. Врачи знают, что такие семейные случаи иногда указывают на скрытую склонность крови к повышенному свертыванию. Но в обычной жизни об этом редко думают, особенно если человек сам себя чувствует хорошо. За несколько недель до событий она начала принимать оральные контрацептивы. Причина была самая бытовая – регулирование менструального цикла. Это были комбинированные таблетки, содержащие эстроген и прогестин. Миллионы женщин принимают их по всему миру, и подавляющее большинство без проблем. Однако в медицине известно, такие препараты могут слегка повышать риск тромбообразования, особенно у тех, у кого уже есть другие предрасполагающие факторы. До этого момента никаких жалоб на здоровье у нее не было. И именно поэтому начало болезни выглядело так обманчиво. Один вечер, привычная домашняя обстановка, и вдруг головная боль. Боль была пульсирующая, локализовалась в лобной части, чуть больше слева. Она была постоянной, без четких факторов, которые ее усиливали или облегчали. Иногда боль становилась настолько сильной, что мешала уснуть, а это уже настораживающий симптом для врачей, потому что обычная мигрень или головная боль напряжения обычно проходит или ослабевает во сне.
К боли добавились 2 эпизода рвоты. При этом у пациентки никогда ранее не было мигрени. Это очень важный момент. Любая первая в жизни сильная головная боль требует особого внимания. В остальном никаких тревожных признаков. Не было ни температуры, не было светобоязни, поведение и речь не изменились, движение и сила в руках-ногах в норме, не было двоения в глазах, нарушения зрения или глотания, не было судорог или потери сознания. Она решила, что лучше перестраховаться, и обратилась в приемное отделение больницы. 22 июля 2017 года. Жаркое лето. Обычный день для приемного отделения больницы второго уровня. Это не крупный университетский центр, а региональная больница, куда обращаются в первую очередь по неотложным, но не по самым сложным случаям. Пациентка пришла с жалобой на головную боль, которая продолжалась уже 2 дня. Она объяснила, что боль пульсирующая, расположена в области лба, чуть больше с левой стороны. Иногда боль усиливается настолько, что мешает спать. Добавила, еще 2 раза рвало. Дежурный врач, молодой специалист, врач общей практики. Его задача быстро оценить состояние и понять, нужна ли экстренная помощь, или можно обойтись без сложных обследований. Осмотр и жизненные показатели. Температура 37 градусов по Цельсию нормальная, артериальное давление 117 на 68 мм ртутного столба, тоже нормально. Пульс 71 удар в минуту, тоже в пределах нормы. Частота дыхания 18 минут, спокойно, без отдышки. Насыщение кислородом 99% на атмосферном воздухе. Врач отметил, что пациентка выглядит немного усталой, слегка гипоактивной, но в целом без признаков тяжелого состояния. Неврологический статус. Пациентка полностью в сознании, ориентирована в месте и времени и в собственной личности. Это значит, что она понимает, где находится, какой сегодня день и кто она. Шкала комы Глазго, максимальные 15 баллов. Сила в руках и ногах 5 из 5, рефлексы в норме. Зрачки одинаковые, реагируют на свет. Признаков ригидности шеи нет. Это косвенно говорит о том, что менингита, скорее всего, нет. Пробы Брудинского и Кернига отрицательные. Стопный рефлекс Бабинского нормальный. Уходит вниз, что говорит об отсутствии пирамидных нарушений. Осмотр глазного дна или фундоскопия не проводился. Это важный момент. При тромбозе венозных синусов иногда бывает отек диска зрительного нерва, но его можно увидеть только при таком осмотре. Решение врача. Врач оценил ситуацию как мигрень. Аргументы: пациентка молодая, жалобы типичные для головной боли без очаговой неврологической симптоматики, недавний прием оральных контрацептивов и анемия могли, по его мнению, спровоцировать приступ мигрени. Он решил, что дополнительная диагностика, анализы и компьютерная томография не нужны. Это была первая серьезная ошибка. Врачи часто повторяют правило: первая в жизни сильная головная боль – это повод искать опасные причины, а не просто лечить симптом. Пациентке сделали внутримышечную инъекцию диклофенака, это противовоспалительное обезболивающее, назначили ибупрофен для приема дома и отпустили с рекомендацией отдохнуть. На тот момент тромб уже формировался в венозных синусах ее мозга, но ни врач, ни сама пациентка об этом не знали. Прошла ночь. Головная боль не просто осталась, она стала еще сильнее. Не помог ни укол, ни таблетки, ни отдых. 23 июля 2017 года. Раннее утро. Пациентка снова приходит в то же приемное отделение. Жалобы. Та же пульсирующая боль в лобной части, чуть больше слева. Та же постоянная интенсивность, мешающая спать. 2 дня подряд и без улучшения. Состояние при осмотре. Жизненные показатели все так же в норме. Температура 36,9, давление 118 на 70, пульс 72 удара в минуту, дыхание 18 минут, насыщение кислородом 99%. Пациентка в сознании, ориентирована, шкала комы Глазго 15 из 15. Неврологических симптомов не имеется. То есть нет ни слабости в конечностях, ни нарушения речи, ни проблем с координацией. В этот раз врач решает хотя бы сделать базовые лабораторные исследования. Общий анализ крови, тесты функций почек, тесты функций печени, показатели свертываемости крови. Результаты приходят в пределах нормы. Это важный момент. При ЦВСТ анализы крови могут быть абсолютно нормальными, особенно на ранних стадиях. Ни один из этих тестов не способен напрямую показать наличие тромба в венах мозга.
Врач посчитал, что при нормальных анализах отсутствие температуры и неврологических симптомов серьезной патологии нет. Он снова поставил диагноз мигрень и решил, что в сложной нейровизуализации нет необходимости. Это была вторая потерянная возможность. В 90% случаев ЦВСТ начинается именно с головной боли, без неврологических нарушений. И именно в этот момент диагноз чаще всего упускают. На этот раз только обезболивающие препараты для приема дома, без укола, без госпитализации. Пациентка уходит домой, но тромб в ее венозных синусах продолжает расти. И уже в течение следующих часов он приведет к изменениям, которые будут заметны на КТ. 24 июля 2017 года, 5 утра. Менее чем через сутки после второго визита пациентка снова оказывается в приемном отделении. На этот раз боль практически стала невыносимой. Она все та же, пульсирующая в лобной части, но теперь ощущается почти постоянно на пике интенсивности. К 2 дням головной боли добавилось общее истощение. Она выглядела уставшей, раздраженной и сама признавалась, что боль лишает ее сна и сил. Дежурным врачом этой смены был опытный консультант приемного отделения, а не молодой врач общей практики. Он с первых минут обратил внимание на то, что перед ним нетипичный случай мигрени. Пациентка никогда раньше не страдала мигренью. Для врача это один из самых главных тревожных сигналов. Любая первая в жизни сильная головная боль требует исключения опасных причин. Длительность. Уже 3 дня без облегчения. Мигрень обычно проходит за 4-72 часа, но часто оккупируется быстрее, особенно при лечении. Боль нарушает сон, значит организм не получает нормального отдыха, а это признак, что боль может быть связана с внутричерепным давлением. Недавний прием оральных контрацептивов, известный фактор риска тромбообразования. 2 эпизода рвоты, без тошноты, приемов пищи или признаков желудочного расстройства. Такая рвота может быть связана с повышением давления внутри черепа. Это красные флаги заставили его действовать иначе. Он назначил компьютерную томографию головы без контраста прямо в приемном отделении. Результат КТ без контраста – обнаружены гиперденсные участки в левом поперечном синусе и прямом синусе мозга. Гиперденсность на КТ – это зона, которая выглядит более плотной и светлой на изображении. В контексте вен мозга это может означать свежий тромб, который еще не успел раствориться или изменить плотность. Для подтверждения диагноза врач назначил второе исследование – КТ-венографию, то есть КТ с контрастным веществом, который позволяет четко увидеть венозную систему мозга. Результаты КТ-венографии. Подтвержден тромб в левом поперечном синусе, тромб в нижнем сагитальном синусе, тромб в прямом синусе, глубокий венозный тромбоз confluence сину, месте, где сходятся несколько крупных венозных синусов. По сути, это был мультифокальная венозная тромбозная окклюзия. Перекрыты сразу несколько крупных путей оттока крови из мозга. В такой ситуации кровь застаивается, давление растет, и риск кровоизлияния или инсульта становится крайне высоким. Не теряя времени, врач назначил эноксапарин 1 мг на килограмм массы тела подкожно каждые 12 часов. Это антикоагулянт, который мешает тромбу расти и предотвращает образование новых сгустков. Пациентку госпитализировали, но и это важная деталь. Положили в обычное отделение, а не в реанимацию. На этот момент она была в сознании, стабильна, показатели жизненных функций в норме. Что важно понять, даже в этот момент, когда диагноз уже был известен, исход еще можно было изменить, если бы с самого начала при первом визите была проведена КТ и назначено лечение. Болезнь можно было остановить на ранней стадии, до развития тяжелых осложнений. После проведения КТ и КТ-венографии диагноз был ясен. Церебрально-венозный синус-тромбоз с поражением сразу нескольких крупных венозных коллекторов мозга. Врач, который вел пациентку, в этот момент действовал быстро. Он назначил эноксапарин 1 мг на килограмм веса подкожно каждые 12 часов. Это низкомолекулярный гепарин, препарат, который мешает тромбу увеличиваться и предотвращает образование новых сгустков крови. Пациентку госпитализировали в обычное терапевтическое отделение. Это решение тогда казалось логичным. Она была в сознании, полностью ориентирована. Шкала комы Глазго 15 из 15, дыхание и давление в норме, неврологических дефицитов нет. Вечером, спустя всего 12 часов после госпитализации, ситуация резко изменилась. Пациентка стала беспокойной, дезориентированной, перестала понимать, где находится, разговаривала обрывочными фразами. Иногда вообще произносила несвязанные слова.
Врачи зафиксировали снижение шкалы комы Глазго с 15 до 12 баллов. Открытие глаз 4 балла, вербальная реакция 4 балла, двигательная реакция 4 балла. Зрачки оставались одинаковыми, реагировали на свет, размер 4 мм. Дежурный анестезиолог-реаниматолог принял решение интубировать пациентку, чтобы защитить дыхательные пути и обеспечить контроль вентиляции. Ее перевели в отделение интенсивной терапии. Назначили фенитоин 900 мг внутривенно для профилактики контроля возможных судорог. Судороги часто осложняют ЦВСТ, особенно при вовлечении глубоких вен. Через пару часов после ухудшения сделали повторную КТ головы без контраста. Результаты. Новое кровоизлияние в третий желудочек мозга. Это пространство, заполненное спинномозговой жидкостью в центре мозга. Новые тромбы в вене Галена и левом поперечном синусе. Это означало, что несмотря на начатое лечение, процесс продолжался и тромбоз прогрессировал. Вероятнее всего, рост давления в венозной системе привел к разрыву мелких сосудов и кровоизлиянию. На внутреннем обходе невролог отметил признаки повышенного внутричерепного давления, отсутствие улучшений, нарушение сознания, изменение поведения. Назначили ацетазоламид 500 мг внутривенно, затем по 250 мг дважды в день. Этот препарат снижает продукцию спинномозговой жидкости и помогает уменьшить давление в черепе. Через 10 часов после этого пациентку осмотрел нейрохирург. Принято решение об установке наружного вентрикулярного дренажа. Специальные трубки, через которые откачивают лишнюю спинномозговую жидкость, чтобы снизить внутричерепное давление. Операция проведена успешно, дренаж установлен, но даже с ним ситуация продолжала ухудшаться. Через несколько часов после скан показал нарастание отека мозга, признаки транстенториального вклинения. Это когда части мозга смещаются под давлением, что может перекрыть ствол мозга и привести к смерти. Ишемия в области левого таламуса, участок мозга, отвечающий за сенсорную информацию и координацию. На консилиуме невролог, нейрохирург и реаниматолог приняли решение о бифронтальной декомпрессионной краниотомии. Смысл этой операции – удалить передние участки костей черепа, чтобы мозг мог распухнуть наружу, а не сдавливаться внутри. Операция была проведена, но уже на следующий день произошло новое ухудшение. Левый зрачок расширился, КТ показало массовое эпидуральное кровоизлияние в левой лобно-теменной области, выраженный отек мозга, ишемия вокруг желудочковой системы. Пациентку срочно взяли на повторную операцию для удаления гематомы. После этого врачи решили отказаться от низкомолекулярного гепарина и перевести ее на нефракционный гепарин и более низкой дозе. 40 мг подкожно один раз в день, чтобы снизить риск дальнейших кровотечений, но при этом хоть как-то сдерживать тромбообразование. После второй операции по удалению эпидуральной гематомы казалось, что худшее позади. Пациентка находилась в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких через интубационную трубку. Но в течение нескольких дней стало ясно, процесс ее мозга не остановился. Последующие КТ-сканы показали новые участки ишемии, на этот раз в левой теменной и затылочной долях. Это значит, что кровоснабжение этих зон было нарушено, и клетки мозга начали погибать. Значительное уменьшение размера предыдущего кровоизлияния после операции, но при этом расширенные зоны повреждения ткани мозга из-за недостатка кровотока. Инфекционные осложнения, длительное нахождение в реанимации, несколько операций на мозге и инвазивные вмешательства привели к развитию инфекции. Послеоперационный менингит, воспаление оболочек мозга, вызванное бактериями, которые попали во время или после операции, многократной пневмонии, связанной с искусственной вентиляцией легких. Инфекции ослабляли организм, и каждый эпизод сопровождался скачками температуры, необходимостью в антибиотиках и дополнительной нагрузкой на и без того тяжелое состояние. Переход на длительную поддержку. На каком-то этапе стало понятно, что пациентка не сможет самостоятельно дышать в обозримом будущем. Ей была проведена трахеостомия. В трахее установили специальную трубку, через которую подключали аппарат ИВЛ. Питание стало осуществляться через зонд, установленный напрямую в желудок. Несмотря на все проведенные операции и лечения, сознание к ней не вернулось. Реакция на речь отсутствовала. Глаза могли быть открытыми, но отсутствовали признаки понимания окружающего. Не было целенаправленных движений, только рефлекторные реакции на боль или громкий звук. Врачи зафиксировали состояние, которое называется пермоментное вегетативное состояние. Это значит, что ствол мозга продолжает поддерживать базовые жизненные функции – дыхание через аппарат, сердцебиение, некоторые рефлексы,
но корковые функции, отвечающие за сознание, общение и осознанные действия, необратимо утрачены. Пациентка осталась в отделении интенсивной терапии на длительное пребывание. Ее состояние требовало постоянного ухода. Контроль дыхания, вентиляции, профилактика пролежней, уход за трахеостомой и зондом для питания, постоянная антибактериальная терапия при инфекциях. С момента постановки диагноза прошло несколько недель, но улучшения так и не произошло. Врачи отметили, что при ЦВСТ с поражением глубоких вен и развитием тяжелого отека мозга даже при агрессивном лечении прогноз крайне неблагоприятен, особенно если диагноз поставлен поздно. Случай, который мы только что разобрали, врачи в своем отчете назвали примером клинических ловушек. Это те ситуации, когда внешне безобидные симптомы скрывают за собой крайне опасное состояние. В этой истории таких ловушек было несколько, и каждая стоила пациентке шансов на благоприятный исход. Ошибка номер 1. Недооценка первой в жизни сильной головной боли. На первом визите 22 июля 2017 года пациентка пожаловалась на головную боль, которая продолжалась уже 2 дня, мешала спать и сопровождалась рвотой. Для любого опытного врача это уже должно было стать сигналом. Если головная боль впервые в жизни настолько интенсивна, нужна визуализация, КТ или МРТ. Вместо этого был поставлен диагноз мигрень и назначено симптоматическое лечение. Ошибка номер 2. Упование на нормальные анализы. На втором визите 23 июля были сделаны базовые лабораторные тесты. Общий анализ крови, показатели свертываемости, тесты функций почек и печени. Все результаты оказались в норме, но при ЦВСТ ожидаемо на ранних стадиях никакие рутинные анализы не покажут проблему. Опасно делать вывод, раз анализы нормальные, значит все в порядке. Ошибка номер 3. Задержка нейровизуализации. Только на третьем визите, спустя почти 3 суток от начала боли, был проведен первый КТ-скан. Именно он показал тромбоз. За это время тромб успел распространиться на несколько крупных венозных синусов. Чем больше зон вовлечено, тем выше риск отека мозга, вклинения и смерти. Ошибка номер 4. Выбор типа антикоагулянта. После постановки диагноза был назначен низкомолекулярный гепарин. Это стандартная практика, но в отчете автор отмечает, при тяжелых формах ЦВСТ и особенно при вовлечении глубоких вен целесообразнее начинать с нефракционного гепарина. Он действует короче, его можно быстро отменить при необходимости срочной операции. А в этом случае операции потребовались уже через 12 часов. Ошибка номер 5. Отсутствие раннего рассмотрения эндоваскулярных методов. При тяжелом ЦВСТ, который быстро прогрессирует, иногда применяют эндоваскулярный тромболизис или тромбектомию, механическое или лекарственное удаление тромба через катетер. Да, эти методы несут риск кровотечения, но при быстро ухудшающем состоянии они могут спасти жизнь. В этом случае такой вариант не был рассмотрен на раннем этапе. Уроки из этой истории. Любая новая, сильная, необычная головная боль– повод для нейровизуализации. Особенно если боль сопровождается рвотой, нарушением сна или любыми другими необычными симптомами. Второй урок. Нормальные анализы не исключают опасную патологию. При ЦВСТ и других острых неврологических состояниях рутинные лабораторные тесты часто остаются в норме. Номер 3. Время – это ключевой фактор. Чем раньше начато лечение, тем меньше риска осложнений и смерти. Номер 4. Выбор терапии зависит от прогноза и риска операции. При потенциально нестабильных пациентах предпочтительнее препараты с возможностью быстрого прекращения действия. Урок номер 5. Пациентов с глубоким ЦВСТ лучше сразу госпитализировать в отделении интенсивной терапии, даже если в момент поступления они выглядят относительно стабильными. Врачи, опубликовавшие этот случай, сделали это не для того, чтобы обвинить коллег, а чтобы предупредить других специалистов. ЦВСТ остается редким, но крайне опасным диагнозом. Единственный способ уменьшить число трагедий– это вовремя его распознать. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео, ведь иногда знание может стать границей между жизнью и трагедией. Никогда не игнорируйте тревожные сигналы организма. До скорых встреч. Пока.